Успех всегда выглядит ярко, блеск красных дорожек, вспышки камер и аплодисменты миллионов. Но за этим сиянием часто скрываются истории, о которых знают немногие. Дипика Падуконе – одна из самых узнаваемых актрис Индии, но ее путь не был простым. За ее улыбкой скрывались слезы, за победами – тяжелые испытания. Кто же она на самом деле? Девочка, выросшая среди спортивных кортов, или женщина, которая сумела превратить свои падения в величайшие победы? Дипика Падуконе появилась на свет 5 января 1986 года в городе Копенгаген, Дания. Ее отец, Пракаш Падуконе, вошел в историю как чемпион мира по бадминтону. Мать, Уджала, работала в сфере путешествий. В этой семье строгость сочеталась с теплом и заботой, а главным ориентиром всегда были труд и дисциплина. Когда Дипике исполнился всего 1 год, семья вернулась в Индию и поселилась в Бангалоре. Там девочка росла среди спортивных кортов и трибун. Утренние тренировки, турниры, атмосфера борьбы и побед – все это стало частью ее детства. Следуя примеру отца, она начала играть в бадминтон. Ежедневные ранние подъемы, часы тренировок, участие в школьных и юношеских соревнованиях сделали ее характер твердым. Многие считали, что у нее есть будущее в большом спорте. Но в сердце Дипики рождалась другая мечта. Она чувствовала, что ее настоящая сила не только в спорте, а в умении выражать эмоции, быть яркой и заметной. Этот внутренний зов однажды изменит ее жизнь навсегда. Подростковые годы стали поворотным моментом в жизни Дипики. Несмотря на успехи в бадминтоне, она все чаще ловила себя на мысли, что ее тянет не только спорт. Высокий рост, утонченные черты лица и природная харизма открывали ей двери в мир моды. В начале 2000-х она решила попробовать себя в модельном бизнесе. Первые фотосессии показали, что перед камерой она чувствует себя уверенно, словно нашла свое настоящее призвание. Очень скоро ее заметили агенты, и предложения посыпались одно за другим. Дипика участвовала в рекламных кампаниях, дефиле и стала лицом известных индийских брендов. Ее имя начало появляться в журналах, а фотография украшала обложки. Но особенным стало ее появление в клипе на песню «Нам Хайтира» популярного певца Химеша Ришаммии. Именно тогда миллионы зрителей впервые обратили внимание на ее чарующую улыбку и выразительный взгляд. Эти первые шаги в модельной и медийной сфере стали фундаментом, который позже приведет ее в мир большого кино. После успешной карьеры модели Дипика сделала следующий шаг – в кинематограф. Ее первым фильмом стал каннадоязычный проект под названием «Айшвария», вышедший в 2006 году. Эта роль дала ей первый опыт актерской игры и уверенность в том, что она сможет покорить экран. Но настоящий прорыв случился уже через год. В 2007 году Дипика дебютировала в Болливуде в картине «Ом Шанти Ом» вместе с самим Шахрукхом Кханом. Для юной актрисы это было словно прыжок в неизведанное море, сразу в главной роли, да еще и в паре с одной из самых больших звезд Индии. Фильм стал огромным хитом. Зрители полюбили ее нежный образ Шанти и яркую игру в двойной роли. В одночасье Дипика из начинающей модели превратилась в национальную сенсацию. Ее стали называть новой надеждой Болливуда, а критики отмечали ее естественность и экранное обаяние. Этот фильм изменил все. Девочка, которая когда-то вставала на рассвете, чтобы играть в бадминтон, теперь сияла на больших экранах. Так началась история ее восхождения в индийском кино. После успеха фильма «Ом Шанти» Ом Дипику начали приглашать в крупные проекты, но далеко не все они оправдали ожидания. Некоторые картины проваливались в прокате, а критики утверждали, что она не справляется с серьезными ролями. Для молодой актрисы, только начавшей карьеру, такие слова звучали как приговор. Но еще более тяжелые испытания пришли из личной жизни. В 2008 году у Дипики начались отношения с Ранбиром Капуром. Их пара казалась идеальной.
Они вместе появлялись на премьерах, давали интервью, и казалось, что впереди свадьба. Дипика даже сделала татуировку с инициалами «Аркей» на затылке, что стало символом ее искренней любви. Однако спустя 2 года эти отношения закончились болезненным разрывом. В прессе ходили слухи о неверности Ранбира, и для Дипики это стало настоящим ударом. Она не скрывала, что чувствовала предательство и пустоту. В интервью актриса признавалась, в тот период ей казалось, что земля уходит из-под ног. Разрыв совпал с трудным временем в ее карьере, и все это привело к тяжелой депрессии. В 2014 году она впервые открыто рассказала о своем состоянии: бессонница, слезы без причины, нежелание вставать по утрам. Многие удивились, ведь на экране Дипика выглядела сияющей. Но за этим светом скрывалась настоящая внутренняя борьба. Позже она говорила, что именно поддержка семьи и обращение к врачам помогли ей выйти из этого состояния. Этот опыт навсегда изменил ее отношение к жизни. Именно тогда в ней родилось желание помочь другим, кто сталкивается с подобными проблемами, и позже она основала фонд «Живи, смейся, люби», который сегодня помогает тысячам людей бороться с депрессией и тревожными расстройствами. Эти испытания стали ее личной школой выживания. Потеря любви и тяжелая болезнь души не сломали ее, наоборот, сделали сильнее и глубже как человека и как актрису. В 2012 году на экраны вышел фильм «Коктейль». Дипика сыграла Веронику, яркую, эмоциональную, уязвимую девушку. Эта роль полностью изменила отношение к ней. Критики, которые раньше сомневались в ее таланте, признали: Дипика – актриса, способная играть сложные характеры. После этого началась череда громких проектов. В 2013 году «Это сумасшедшая молодежь», где зрители увидели ее в роли независимой и сильной женщины. В том же году «Ченайский экспресс» с Шахрукхом Кханом, ставший одним из самых кассовых фильмов Болливуда. Дальше «С Новым годом», где она вновь работала с Шахрукхом, а в 2015 году исторический эпос «Баджирао и Мастани». Ее образ Мастани стал настоящим прорывом. Зрители увидели актрису, которая способна прожить трагическую и мощную роль с огромной силой. В 2018 году Падмавати сделал ее лицом женского достоинства и стойкости. Картина собрала рекордные кассовые сборы, а сама Дипика стала самой высокооплачиваемой актрисой Индии. Ее называли «королевой Болливуда», но за этим титулом стояла не только слава, а долгие годы борьбы и труда. Именно в работе над фильмом «Рам» и «Лила» в 2013 году Дипика встретила Ранвира Сингха. Их экранная химия была настолько сильной, что публика сразу поверила: между ними есть нечто большее, чем просто актерская игра. Сначала они скрывали свои отношения, но вскоре стало ясно – это настоящая любовь. В ноябре 2018 года они поженились в Италии, на живописном озере Кома. Свадьба проходила по индийским традициям и стала событием национального масштаба. Фотографии пары облетели весь мир, а сама церемония символизировала новый этап в ее жизни – долгожданное счастье и спокойствие в личной жизни. Спустя несколько лет их семья стала еще более полной. В сентябре 2024 года у пары родилась дочь. Это событие стало самым трогательным моментом в их совместной истории. Дипика признавалась, что материнство изменило ее взгляд на жизнь, а Ранвир не скрывал гордости и нежности, говоря о жене и ребенке. Сегодня их союз считается одним из самых крепких в Болливуде. Вместе они не только разделяют любовь, но и работают над проектами, поддерживают благотворительные инициативы и остаются примером для миллионов поклонников. С тех пор Дипика сделала еще много шагов за пределами кино. Она выступала на международных форумах, говорила о равных возможностях для женщин и о важности образования для девочек в Индии. В 2020 году она получила награду Всемирного экономического форума за социальное лидерство. Помимо этого, актриса активно поддерживает спорт. Она участвует в благотворительных матчах по бадминтону, тренируется йогой и говорит:
что именно спорт помог ей сохранить внутренний баланс. Если ее история тронула вас, напишите в комментариях, что именно вдохновило вас больше всего. Поддержите канал лайком и подпиской, чтобы вместе мы могли рассказывать еще больше таких настоящих историй.